Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 17 декабря, воскресенье. Вы знаете, сегодня достаточно прибыльный, изобильный день, поэтому обязательно в этот день скажите определенные слова. Это слова очень важные для каждого человека. Чем больше людей будут произносить вот такие вот созидательные слова, тем лучше будут в каждого из нас в жизни. Помните об этом. Что это за слова и почему именно сегодня прибыльный и вот такой вот изобильный день? Давайте далее, друзья, с вами будем разбираться. Итак, сегодня у нас с вами 17 декабря, воскресенье. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами 5 и 6 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Водолей. Что же этот день несет в себе? На какие изменения вы сегодня можете рассчитывать? Обращаем ваше внимание, что именно сегодняшний день, он очень важен. Дело в том, что обращаем ваше внимание, что следующая неделя, она очень важна, хотя бы потому, что мы с вами будем 19 декабря отмечать День Святого Николая Чудотворца, и мы будем отмечать 22 декабря, это достаточно сильный и мощный по своей энергетике день зимнего солнцестояния. И вот сегодня с вами воскресенье, 17 декабря, мы должны подготовиться, поэтому у нас есть небольшой период времени, чтобы продумать о том, что вы хотите оставить в прошлом, что вам уже не нужно. Также, возможно, вам пора переосмыслить и немножечко видеть все в другом русле и в понимании. Если вам сегодня приходят какие-то мысли, ну, например, мысли о том, что как вам увеличить свой доход, или мысли о том, что вы хотите найти любовь всей своей жизни, или вы хотите отметить Новый год или Рождество с теми людьми, которые действительно вас вдохновят, замотивируют и привнесут в вашу жизнь вот эти яркие моменты. Знаете, это все неспроста. Почему? Потому что высшие силы, ваш ангел-хранитель, они пытаются до вас достучаться, сказать вам о том, что вы уже засиделись в данное время и уже хватит, пора двигаться дальше. Также обращаем ваше внимание, что сегодня из космоса идет достаточно сильный поток энергии, и ваша задача не закрываться в себе, в своей ракушке, наоборот, стараться быть открытыми. Сегодня хорошо отправляться отдыхать, гулять, радоваться, смеяться. Даже если у вас сейчас какие-то проблемы, какие-то неурядицы, знаете, они пройдут, а время вы уже не вернете. Вот это очень важно. Знаете, сегодня многие думают о том, что важно иметь деньги, но в реальности тот ресурс, который невозможно купить ни за какие деньги, это время, потому что время вы не можете, то есть вы, например, сейчас стараетесь заработать как можно больше денег, но именно это время вы вернуть не сможете, поэтому нужно иметь всегда баланс. Да, это очень сложно, и не каждый человек это может сделать, но помните о том, что мы с вами, каждый из нас, мы могущественные, мы действительно можем изменить те или иные вещи или те или иные моменты. Да, иногда нужно постараться, иногда нужно приложить немножечко больше усилий, но знаете, это того точно стоит. На что сегодня еще стоит обратить внимание, это на то, что сегодня могут вас ожидать какие-то интересные события. Ну, например, вы утром сегодня встали, вроде как и позавтракали, и день как обычный, как вы думаете, но вам могут позвонить, или вы можете сегодня выйти на прогулку, и вас кто-то встретится, и у вас начнется достаточно интересная беседа, которая завяжется и даст вам толчок каким-то новым, знаете, свершением, возможностям, каким-то новым контактам. Поэтому не игнорируйте, пожалуйста. Многие люди считают, ой, надо готовиться к Новому году, ничего другого не вижу и так далее. Забывайте об этом, у вас все получится, и вас обязательно
вы сможете изменить свою обязательно жизнь. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в этот день обостряется достаточно сильная интуиция, и, соответственно, усиливаются какие-то скрытые способности, появляются какие-то магические возможности, может сегодня даже проявиться какая-то склонность к ясновидению. То есть еще раз делаем вам акцент. Если сегодня в вашей голове приходят какие-то мысли, какие-то идеи и так далее, это все неспроста. Вам нужно попытаться понять, что же к вам пытаются достучаться ангел-хранитель, высшие силы. А поверьте, сегодня подсказок и знаков будет достаточно много. Ваша задача не быть закрытыми, не надевать очки и ничего не видеть. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег в этот день, 17 декабря, то сегодня, вы знаете, можно достичь успеха во многих сферах жизни. Почему? Потому что сегодня предоставляется вот прекраснейшая возможность проявить свои умения, свои таланты. Кто-то скажет, ну сегодня же воскресенье, о каких талантах и умениях можно сегодня проявлять. Вы должны понимать, что не обязательно это должно быть только касаться работы, это может быть любой вашей другой сфере, и этим нельзя ограничиваться. Очень многие люди свои таланты, свои хобби, увлечения они отправили в долгий ящик и считают, что это нормально. Это неправильно, потому что через то, что вы любите заниматься, вы себя не только мотивируете, вы открываете сами себя. Помните, пожалуйста, об этом. Также сегодняшний день, 17 декабря, достаточно благоприятен для решения и урегулирования материальных и финансовых вопросов. Также для работы и бизнеса. Но обращаем ваше внимание, сегодня, 17 декабря, ни при каких обстоятельствах не давайте деньги, даже если вас будут просить. Также, друзья, прямо сейчас в комментариях к этому видео напишите слово «роскошь», и Вселенная обязательно пошлет вам огромные денежные возможности. Что же нас сегодня еще ждет в других сферах? Обращаем ваше внимание, что сегодня ни в коем случае нельзя быть недовольным своей жизнью или обстоятельствами, в которых вы оказались. Также не стоит сегодня ворчать на себя или на других людей. Старайтесь, вот даже если вам что-то не нравится, принимать все таким, как есть. Почему? Потому что сегодня нужно стараться в каждом человеке видеть все самое лучшее. Даже если вас человек раздражает своим чавканием, как он говорит или пишет какие-то сообщения и так далее, вы должны понимать, что в какой-то степени это ваше отражение. Также старайтесь сегодня от любого общения получать удовольствие, вне зависимости, это ваша подруга, ваши близкие люди или, например, это какая-то бабулечка, которая находится на общественном транспорте, решила с вами о чем-то поговорить. А что же касательно здоровья, то обращаем ваше внимание, если человек сегодня заболел, то беспокоиться не стоит. Почему? Потому что заболевший выздоравливает до наступления этого полнолуния. Этот день будет благоприятен для проведения различных процедур омоложения. Также не забывайте о хвойных вайн, ароматерапии. Также в этот день хорошо проводить лечение бронхов и верхних дыхательных путей. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Что же касательно стрижки волос, то стричь волосы нежелательно сегодня. Это может привлечь простуду, ухудшение обоняния и даже общего самочувствия. Вообще стараться в этот день вам нужно дарить любовь, хотя бы к своим родным и близким, признаваться в любви, и это очень важно. Также постарайтесь в этот день видеть во всем гармонию, потому что во Вселенной всегда во всем есть баланс. Если человек думает, что нет баланса, то вы очень ошибаетесь, потому что мир настолько уникален и настолько он продуман в деталях, что просто то, как мы живем и так как мы употребляем те или иные блага, мы просто этого, к сожалению, не замечаем или не хотим замечать. Также сегодня вы можете спокойно заниматься своими какими-то обычными делами. Также
сегодня, если у вас есть какое-то недовольство, независимость, ваш партнер, работа, близкие люди, держим язык на замке. Сегодня очень важно принимать все таким, как есть. Также еще раз делаю вам акцент на том, что сегодня ни в коем случае нельзя одалживать ни деньги, ни вещи, потому что они не только к вам не вернутся, но и тем самым вы можете так отдать свое благополучие, достаток и изобилие. Помните о том, что бывает так, что человек не осознает, не думает, а потом оказывается он остается у разбитого корыта. Чтобы этого не было, все-таки продумывайте. Что же касательно общения с начальством, то сегодня прекрасная возможность обратиться к своему начальству с любым вопросом. Даже если вы и думаете о том, что сегодня выходной день, помните о том, что у нас есть мессенджеры, и мы с вами можем прекрасно и мило общаться и обсуждать те или иные рабочие моменты и вопросы. Также сегодня можно планировать и переход на новую работу, но само изменение, конечно же, лучше перенести на другой день. Что же касательно недвижимости, если у вас нет какой-то острой необходимости, то операции с недвижимостью сегодня в этот день, 17 декабря, лучше все-таки отложить. Что же касательно выяснения отношений, то мы можем вас здесь порадовать. Почему? Потому что сегодня в этот день можно вступать в небольшую полемику, но помните о том, что если вы поднимаете какие-то острые вопросы, например, на тему там политики или еще каких-то имущества, то знаете, что сегодня этот вопрос не будет решен. Что же касательно зачатия, сегодня благоприятный день для зачатия. Также сегодня рекомендуются умеренные физические нагрузки. Сегодняшний день подходит для небольших домашних дел, то есть каких-то операционных. Ну, а что касательно снов, сны, которые приснились в этот день, часто бывают вещи, поэтому не стоит их кому-либо рассказывать. Лучше их запишите, и потом, когда будет время, постарайтесь проанализировать и сами для себя понять, а что же вам пытались сказать, сообщить высшие силы. Помните о том, что высшие силы всегда пытаются нам помочь, всегда пытаются нам подсказать. И наша задача открыть свои глазки. Друзья, теперь далее давайте уделим внимание советам от Архангела Михаила. Посмотрим, что же сегодня Архангел Михаил нам говорит и через карты Таро. Итак, знаете, выпала карта на этот день, 17 декабря, которая звучит следующим образом. Положительные мысли порождают положительные эмоции. То есть все в вашей голове. И очень важно, чтобы вы очистили свои мысли и от негатива. Также это касается и вашей речи. Также убирайте негативные эмоции со своей жизни, со своей головы. Это очень важно, потому что они, к сожалению, вот этот негатив, он уменьшает созидательные те моменты, которые вам нужны в вашей жизни. Также сегодня очень важно, чтобы вы уделяли внимание своей жизни, тем или иным каким-то моментам. И если вам ничего не приходит в голову, вы не знаете, как поступить, что вам делать, не игнорируйте, пожалуйста. Вы должны понимать и то, что все-таки жизнь, она уникальна, она интересна, и ваша задача жить вот в потоке созидания и творения. Ни в коем случае нельзя быть и потребителем. Хорошо сегодня, кстати, прочитать какую-то книгу интересную. У каждого это будет своя. Возможно, это вам подойдет классика. Также ни в коем случае не вините себя, ни других в тех событиях или моментах, которые именно негативные произошли в вашей жизни. И, конечно же, уделите сегодня внимание себе, уделите внимание тем родным и близким людям, которые есть в вашем окружении, потому что они действительно вам помогут в жизни. Ну а молитва, которую мы рекомендуем, друзья, сегодня прочитать, она звучит следующим образом. Божественная любовь и мудрость я взываю к вам. Я знаю, что мой разум и чувства навеки связаны с вами. Я взываю к своему высшему Я, сознавая любовь и свет, который есть в каждом человеке или в ситуации. Напоминаем всем, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Ну и как мы сегодня обещали, друзья,
сегодня у нас с вами прибыльный день, поэтому обязательно напишите прямо, кто не написал слово «роскошь» в комментариях, и тогда Вселенная обязательно пошлет вам огромные денежные потоки. И не забывайте ставить лайк. Вы сами помните о том, что вы сами можете привлекать все самое лучшее в свою жизнь. Ну а прямо сейчас, друзья, произнесите следующие слова, которые помогут вам в этом дне. При этом вы эту практику сегодняшнюю можете сегодня провести в любое время. Главное быть в хорошем настроении. И звучит она следующим образом. Радость. Значит, смотрите, этот день наступил, мне достаток принес, радость и счастье приумножил, истина, да будет так. Еще раз, друзья, этот день наступил, мне достаток принес, радость и счастье приумножил, истина, да будет так. Сегодня можете даже это как знаете, эти слова говорить как стишок или даже как песенку, они вам очень помогут. Вот такой, друзья, день 17 декабря. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.